Одно из множества традиционных китайских блюд на Новый год – это, конечно же, пельмеши. Пельмеши – это вообще мое любимое блюдо в китайской кухне. Есть две разновидности китайских пельмешек – это баоцзи и дяоцзи. Баоцзи переводится как паровые булочки. Для них нужно дрожжевое тесто. Рецепт теста будет в описании под этим видео. И мясная начинка. У меня здесь говядина, зеленый лучок, пекинская капуста, немножечко тертого чеснока, немножечко тертого имбиря, соль, соевый соус, ну и вроде как все. Пахнет это вкусно. Ну что, погнали готовить праздничные баоцзи. А ты пока подпишись на мой канал, чтобы не пропускать новые видео, и обязательно поставь палец вверх. Тесто на баоцзи в Китае раскатывают особым способом. Нужна такая вот тоненькая, не толстая скалка, и раскатывают только край теста, а центр оставляют потолще для того, чтобы баоцзи во время приготовления не прорывались. Так раскатывать тесто, кстати, достаточно непросто. К этому, наверное, нужно приноровиться и потренироваться. У меня что-то пока не очень получается, но я это делаю первый раз в своей жизни, так что мне простительно. Ну вот, что-то вроде наконец-то раскаталось, теперь добавляю мясную начиночку. Начинку нужно не жалеть, добавлять прям побольше, прям от души, потому что у баоцзи дрожжевое тесто, и во время приготовления оно хорошо так подойдет. Если добавить мало начинки, баоцзи внутри будет пустая, так что мясо не жалеем. Ну и осталось только завернуть баоцзи. Баоцзи сворачиваются точно так же, как и хинкальки. Нужно просто закладывать сверху складочки, пока не закончится тесто. Только разница, отличие от хинкалек в том, что сверху не нужно оставлять хвостик. Кстати, я слышала такую примету, относительно хинкалей, что нужно сложить 28 складочек, и тогда эта хинкалька будет считаться счастливой. Возможно, это правило работает и с баоцзями, но это не точно. Да уж, что-то моя первая баоцзи получается не слишком-то визуально эстетичная, а проще говоря, уродская. Но менее вкусной она от этого не станет, так что все хорошо. Тут я уже сдалась и раскатываю тесто, как обычно. Свои баоцзи я буду готовить на пару, так что думаю, нигде ничего у меня там не прорвется. Сейчас долепливаю свою последнюю баоцзи и хочу еще налепить тяоцзи. Пускай сегодня будут все виды китайских пельмешек у меня на ужин. Еще приготовлю дяоцзи, для них уже нужно самое обычное бездрожжевое тесто. Хотела сделать его красным, но оно получилось розовым. Зато к платьишку к моему подходит. И для дяоцзи такая же начинка, только за место говядины здесь курица. А так все ингредиенты абсолютно такие же. Для тяоцзи, как и для баоцзи, нужно точно так же раскатывать тесто по краю, центр оставляя более толстым, но я попробовала, мне не зашло, так что раскатываю старым добрым способом. Отправляю начиночку в тяоцзи. О, чувствуешь, как вкусно она пахнет. Тяоцзи по форме похожи на наши вареники. Для того, чтобы их свернуть, нужно на передней части тяоцзи сложить по 2-3 складки к центру, а потом заднюю часть тяоцзи плотно прижать к передним складкам. Водичка уже закипела, и сейчас буду пароварить свои баоцзи и тяоцзи. Для этого у меня есть специальная традиционная китайская бамбуковая пароварка. По-китайски она еще называется джанлон. Но пока основное блюдо пароварится, займусь моим любимым китайским традиционным десертом.
А на десерт у меня сегодня, наверное, самая популярная пироженка в Китае – это дэнтха или яичный тарт. Вот так вот она выглядит, я их просто обожаю. Конечно же, их можно купить в любой кондитерской Китая, но также еще есть вариант приобрести вот такой вот наборчик и приготовить самостоятельно. Тут корзиночки из слоеного теста и, собственно, начинка. Отправила яичные тарты в духовку на 15-20 минут, а пока займусь чайком. Что-то хочется фруктового чая, так что, пожалуй, добавлю в него такие вот красивущие замороженные лотусы. Красный лотос у меня из малины, а желтый из облепихи и апельсина. Видео, где я готовлю чайные фруктовые замороженные заготовки, уже есть на моем канале. Если тебе интересно, обязательно переходи по ссылочке, которая сейчас выскочит где-нибудь сверху, и посмотри. Наконец-то все готово. Первое, второе и компот. Сейчас попробую все эти китайские вкусняшки. Сначала пробую дяодзи. Они получились такие ярко-розовые, классный цвет, яркий, насыщенный. Макать их буду в смесь соевого соуса и черного китайского уксуса. В соус еще можно добавить чеснок или хлопья перца чилли, если нравится остренькое. О да, дяодзи получились классные, очень вкусные. Мои комплименты шеф-повару. Пробую баодзи, или их еще называют китайские паровые пирожки. Ну, по моему скромному мнению, они прекрасны. Воздушное дрожжевое тесто, начинка из говядинки и солененький соус – прекрасное сочетание. Наконец-то дошла до десерта. Обожаю этот яичный тарт. Легкий, в меру сладкий, потрясающе сливочная начинка. По-китайски его называют дэнтха. Ну и пока я дожевываю свой потрясающий, прекрасный китайский десерт, не забудь подписаться на мой канал, чтобы не пропускать новые видео, и обязательно поставь палец вверх.